Здравствуйте, девочки! Сегодня я начинаю записывать свой мастер-класс по вязанию вот такой вот сумочки. Сумочка называется «Геометрия». Вот, у нее кожаный замочек, кожаная ручка и есть подкладочка. Вот такая красивая с кармашком подкладочка. Так. Я хотела показать готовый вариант и начала уже вязать вот такого цвета, голубого. Это первая деталь. Эта сумка состоит из 3 деталей, из 2 шестиугольников и 1 четырехугольника. Вот, это дно. Сейчас начнем мы с вами. Так, хотела сказать, что шестиугольник можно использовать как салфеточку. То есть, если вы просто хотите себе навязать салфеток, очень легко вяжете, несколько таких салфеточек и пользуйтесь ими как столовыми. Вот, это я связала первый шестиугольник для сумочки. Кстати, я отпарила, и этот шестиугольник, может служить салфеткой, в принципе, если их связать несколько, для столовых приборов, на кухне, подставкой и так далее и тому подобное. Вот, но сегодня мы вяжем сумку. Так, первую деталь я связала. Я подобрала вот уже подкладку. Вяжем мы вот из таких ниток. Янард макраме катон люрикс. Я взяла крючок номер 4. Вот, значит, у меня есть вот такая подходящая фурнитура. Я ссылку внизу напишу, где можно приобрести такую фурнитуру, где можно приобрести такую пряжу. Вот, значит, у меня ножнички и клей. Тоже напишу, где я покупала. Это клей для того, чтобы склеивать кончики. Когда вы обрезаете, чтобы их подклеить, чтобы на всякий случай не убежали. Так вот, начинаем, значит, вязать вторую часть сумочки. Так, где тут у нас вход? Вот. Значит, начинаем с того, что набираем с вами. Вот так вот положу. Так. Сейчас отмотаем ниточку побольше, чтобы было удобно показывать. Так. Вот, смотрите. Значит, как всегда, начинаем с волшебного кольца амигуруми. Вот, делаем его такой побольше. И начинаем вязать столбики с накидом. Вот так подхватываете ниточку. И начинаем с волшебного кольца амигуруми. Набираем одну обычную петлю без накида и провязываем в нее еще одну петлю подъема. Вот. Это у нас будет как бы первый столбик с накидом. Дальше вяжем 2 столбика с накидом. Вот. 1, 2 и третий. Надо связать должно быть 3 их в общей сложности. Вот 3 столбика с накидом, с одним накидом. Дальше провязываем 2 воздушные петли. 2 воздушные петли. 1, 2. Дальше вяжем опять 3 столбика
с одним накидом. 1, 2, 3. Все вяжем в кольцо амигуруми. Вот эту вот ниточку можете подлиннее оставлять, чтобы она не выскочила. Так, 3 столбика с одним накидом и опять 2 воздушные петли. Дальше опять 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Я думаю, все знают, как вязать столбик с одним накидом. 3. Так, дальше мы вяжем еще раз 2 воздушные петли. 2 воздушные петли и опять 3 столбика с накидом. 1, 2, медленно покажу. Вот 2, потом еще 2, 3, еще 3 и еще 2 воздушные петли. Так, у нас вот таких по 3 должно быть 6. У нас 1, 2, 3, 4, еще 2, значит. Ну, 2 раза по 3 столбика. 1, 2, 3. Нитки вяжутся легко, поэтому хочется быстрее ускориться. Так, еще раз 2 воздушные петли. Принцип, я думаю, вы поняли. 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли. 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли. Итак, 1, 2, 3, 4, 5. Осталось еще один раз связать 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Так, смотрим внимательно. Вот у нас ниточка. Это от кольца амигуруми. Можно ее подтянуть немножко. Так, здесь мы вяжем 2 воздушные петли. Дальше что мы делаем? Мы вытягиваем вот эту вот петельку подлинней. Заходим вот сюда, под петельку, вот под эту. Подхватываем эту ниточку, вытягиваем ее, вот вытянули и продеваем вот это вот все вязание через эту ниточку. Так. И затягиваем. Так, вот это у нас получилась соединительная петля. Так, теперь можно затянуть. Теперь нам можно затянуть кольцо амигуруми. Ну, насколько у вас получится, настолько затягивайте. Я как-то один раз тянула до такой степени, что хвостик оторвала, поэтому теперь сейчас побаиваюсь сильно очень. Вот. Дальше что мы вяжем? Это у нас с вами первый ряд. Первый ряд, и мы начинаем вязать второй. Второй ряд вяжется вот таким образом. Вы накидываете нитку, продеваете его сюда, начинаем вязать второй ряд. Накидываем ниточку и вот сюда в самую большую дырочку набираем первый столбик с накидом. Дальше я вяжу вот так. Вот это двойная петелька, которую я закрывала первый ряд.
вяжу, разделяю его так пополам, вот, крючком, и провязываю в нее. Второй. Дальше вот сюда. Вот, не пропустите вот эту петельку. Третий, потому что их должно быть 5 в следующем ряду этих столбиков. С накидом. Вот, и 5 вяжем вот уже в эту большую дырочку. Вот, дальше мы опять вяжем 2 столбика с накидом. И опять в эту же большую дырочку мы провязываем столбик с накидом. Дальше мы вяжем второй вот сюда. Вот смотрите, вот видите, вот соединение идет. У вас тоже так должно получиться. Второй. Третий. Четвертый. Надеюсь, что все понятно. Если будут какие-то вопросы, пишите, я отвечу. Так, раз, два, три, четыре. И вот большая вот это 5. Так, 5. Сейчас мы ниточку отмотаем от клубка. Чтобы продолжить вязание. Так, вот 5, 2, 4, 5. Так, вот 5. И опять 2 воздушные петли. И опять в эту большую дырочку. Первый. Еще раз покажу. Первый. Вот, смотрите. Не сюда, а вот перед первым вот этим нижним рядом есть вот такая петелька. Сюда вяжем второй столбик с накидом. Иначе у вас 5 не получится никаким образом столбиков. 2, 3. Вот видите, 3, 4. И 5 будет там, где у нас 2 воздушные петли. Вот раз, два, три, 4 и 5. Опять 2 воздушные петли. Опять вот в эту большую дырочку вяжем первый столбик. Еще раз вот сюда второй под вот эту первую петлю. Третий. Блин, я ускоряюсь все время. Хочется побыстрее. И хочется показать, что вы видели и вам было удобно понять и вязать. Так, раз, два, три, 4. 5 вот сюда. Вот я почти довязала второй ряд. Хочу показать вам, как его закрывать. Вот смотрите, раз, два, три, 4. И последний столбик вот сюда же, где мы начинали ряд. Вяжем 2 воздушные петли, вытягиваем петельку. Вот заходим вот сюда под вот эту вот первую петлю. Но она не первая, она третья получается. Раз, два, 3. Ну, вот. И продеваем. И опять все вот так вот вязание, детальку. И затягиваем аккуратненько, красиво, ровненько. Вот у нас получилось вот уже. Получается, вырисовывается вот такой шестиугольник, извиняюсь. Вот. Да. Дальше, в принципе, вяжем по такому же принципу. Ряды прибавляются. 3, 5, 7 и так далее.
Ну, я могу, конечно, вам показать и дальше. Ну, кто первый раз, думаю, будет полезно. Ну, давайте покажу. Итак, продолжаем вязать. Вяжем третий ряд. Опять делаем накид. Вставляем вот сюда крючок, где 2 воздушные. Провязываем первый столбик с накидом. Так, далее второй столбик я вяжу вот в эту петельку, я уже говорила, из которой, ну, вот, делала соединение. Да, тут видите вот 2 петельки внизу и вверху, я их разделяю вот так крючком. Вот второй и дальше третий, четвертый, четвертый, пятый, шестой. Их должно быть 7, если вы помните. Шестой, 2, 4, 6 и седьмой вот сюда, где воздушные 2 петельки. Еще раз. Так, дальше вяжем 2 воздушные петли, опять же в эту же большую дырочку, и вот помним, да, что вот в эту вот петельку вяжем второй столбик, ничего не пропуская, иначе 7 не получится и шестиугольник будет абсолютно неровный. 2, 3, 4. Ой, я по-моему, с счета сбилась. 2, 4, 6. Так, и 7. Пока говорила. Так, 7. 2 воздушные петли. Вот. Опять в эту большую дырочку. И второй. Вот с этим у меня была все время проблема, я не могла понять. Есть определенные нюансы, хоть в принципе вяжется и несложно, если знать эти все нюансы, учитывать, ну, у вас все получится. Так, 1, вот сюда 2, 3. Ой! Соскочил крючок. 4. И ударила рукой по стойке. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 2 воздушные петли. Думаю, дальше до конца ряда провяжите сами. Заканчиваем ряд вместе. Третий. Так, вот это шестой столбик и седьмой. Вот, вытягиваем, как вы помните, под третью петельку. Продеваем, пропускаем, затягиваем. Вот мы с вами закончили третий ряд. Так, считайте, не ленитесь. Должно быть везде по 7. Вот. По 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И вот такие вот дырочки. 2 воздушные петли. Мы закончили третий ряд. Так, мы с вами вместе заканчиваем третий ряд. У меня осталось 2 столбика. Так, шестой и седьмой.
Потом мы вяжем, как вы помните, не забываем 2 воздушные петли, вытягиваем, вставляем крючок с изнаночной стороны, да, вот с этой, продеваем большую вытянутую петельку и продеваем всю детальку и затягиваем. Вот у нас с вами получился 3-й ряд. 1, 2, 3. Начинаю вязать 4-й ряд. Накид в эту большую дырочку. Вот столбики с накидом. Так, теперь вот сюда. Вот под. Здесь сложнее, конечно, найти куда. Но я надеюсь, у вас все получится. Вот. Так, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Так, в 3-м ряду у нас было 2, 4, 6, 7. Здесь 9. То есть прибавляется на 2 столбика. Дальше провязываем 2 воздушные петли. Столбик с накидом опять сюда в большую. Находим перемычку. Вот эту вот смотрите, вот она. Под петелькой. Вяжем в нее. И опять 9 столбиков. Заканчиваем 4-й ряд. Я провязала почти весь ряд. Вот. Но так как все повторяется, думаю, вы справитесь сами с продолжением. Так, сюда. И вот сюда. Последний столбик. Не забываем провязывать 2 воздушные петли. Вытягиваем петельку. Продеваем вот сюда. Вот эта петелька. Мы все вязание вот так вот, оп, алигоп, да, и затягиваем. Стараемся затянуть красиво. Вот. Вот, чтобы потом найти вот эту вот перемычку. Начинаем 5-й ряд. В принципе, все повторяется одинаково. Вот сюда. Потом 1-й столбик, потом вот 2-й столбик. Вот сюда. Здесь, конечно, туговато. Вот. Надеюсь, вы поняли. 2-й. Ой, бежали нитки. Вот 2-й. И опять продолжаем наше вязание. Все то же самое. Так, ну, если
В прошлом ряду было 9, значит сейчас у нас в каждой стороне нашего шестиугольника должно получиться 11 столбиков. Не ленитесь, считайте, потому что если будет не точно, перекосит полотно большую. Так, давайте считать. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Все, у меня 11. И 2 воздушные петельки. Дальше продолжаем сюда, в большую петельку. Вот 1. Вот 2. И так далее. И опять заканчиваем вязание вместе. Последние 3 столбика, вот петельку и большую дырочку, как я ее называю. Не забываем 2 воздушные петли. Вытягиваем. Вот. Первый столбик, протягиваем эту петлю, потом все вязание продеваем через них и опять затягиваем. Эту сумочку можно вязать из любого материала, из трикотажной пряжи, из шнура ПФ полиэфирного, любого толщины любой шнура, плоского даже. Я думаю, что и с сердечником. Ну, просто вы должны понимать, что, конечно, она будет отличаться и будет выглядеть по-другому, но зато это будет ваша индивидуальная, вами связанная сумочка. Вот. У нас 1, 2, 3, 4, 5, а нам надо связать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядов. Но это для моей сумки. Если вы хотите больше или совсем компактную, если у вас, например, не 3, а 5 толщиной шнур, то, конечно, рядов надо связать меньше. Вяжется все абсолютно идентично, и в каждом ряду прибавляется по 2 столбика. Я думаю, вы с этим справитесь, и мы с вами встретимся на 3-й детали этой сумки. Вот я связала 2 детальки по 11 рядов. Итак, я связала 2 шестиугольника, отутюжила их. Вот они такие красивенькие. И теперь мы приступим к 3-й части нашей сумочки, так называемый бабушкин квадрат. Вот, значит, делаем опять волшебное кольцо и вяжем 2 воздушные петли. Ну, вяжем обычную петлю без накида и в нее одну воздушную петлю. Вот. Дальше мы вяжем столбик с накидом. То есть все так же пока, как и в этих частях. Так, 2, 3-й столбик, 3-й столбик. Потом делаем 2 воздушные петли, вяжем еще 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 3 и опять 2 столбика с накидом.
еще 3 столбика, 1, 2, 3, вот, и еще 2 столбика с накидом, и последние 3 столбика, 1 столбик с накидом, 2 и 3. Вот, так как у нас четырехугольник, соответственно 4 по 3 петли затягиваем колечко. Так, мы еще здесь не провязали 2 воздушные петли. Так, 2 воздушные петли, опять вытягиваем. Ну, уже знаете, как соединять. Вот сюда. Продеваем все это вязание и затягиваем. Следим, чтобы эта ниточка не попала, шнурочек. Вот. И затягиваем. Вот. Первый ряд у нас получился вот такой вот квадратик. Еще можно затянуть. Вот. Чтобы дырочка была меньше. Ой. Вот так. Вот затянулся у меня хорошо. Вот и такой вот квадратик. Теперь мы вяжем, ну, похоже на эту деталь, но немножко по-другому. Значит, накидываем, продеваем большую дырочку, вяжем 1 столбик с накидом, потом вяжем 2 столбик с накидом. И только потом мы находим вот эту вот потерянную петельку. Сильно затянула. Сейчас найдем. Вот. Нет. Сейчас чуть-чуть ослабить надо будет. Вот здесь вот сильно затянула и поэтому потеряла. Так, значит, вот так вот, значит, 3, здесь вот, потом 4, потом 5, потом у нас идет 6, большой уже, и 7. Сюда же в большую провязываем 2 столбика с накидом, 2 столбика, и провязываем 2 воздушные петли, опять 2 столбика, 1, 2, только потом вот эту вот петельку 3, так, 4, все, я ускоряюсь, 4, 5 и 6 и 7 сюда в большую петельку вяжем, 6 и 7, потом делаем 2 столбика с накидом. Надеюсь, все понятно, все видно. Вот 2 столбика с накидом, и в эту же большую дырочку вяжем еще 2 столбика.
Теперь мы вяжем вот сюда, под эту вот петельку. Вот. Это получается другая уже петля. 1, 2, 3. Так, подождите, 3, 4, 5. И правильно, все, 6 и 7 большую дырочку. Не ленитесь считать, чтобы не сбиться. Я сама сбиваюсь иногда, поэтому стараюсь считать. И опять 2 столбика, большую дырочку, и опять вот под эту, не сюда, а вот под эту петельку. Там есть такая перемычка, и под нее. Так, вот у меня осталось сколько от одного мотка. Это я все связала из одного мотка. Я на джинс, ой, ну не джинс, а макраме, голден, этот рюлекс. Вот тут 200 метров. Пока вот мне хватает. Я думаю, что хватит до конца сумочки. То есть на одну сумочку уйдет всего один моточек. Так, значит 2, 5 и 6 и 7 вяжем сюда же. Вот. И провязываем 2 воздушные петли. Вот у нас получается вот такой красивый блестящий голубенький квадратик. И соединяем ряд. Так, значит, надо как-то стараться не затягивать, а то я потом не могу найти, попасть. Так, вот, продеваем. И стараемся сильно. Так вот, вот. Это у нас второй ряд. Вяжем 3-й ряд. 1. Ой, извиняюсь, что-то я куда-то поехала. 2. И эту перемычку для меня самое сложное вечно попасть. Ну, если из толще шнура будете вязать или из трикотажной пряжи, думаю, будет попроще найти. Просто шнур, ну, достаточно тонкий. Так, и вяжем 3, 4, 5. Так, значит 6, 7, 8, 8, 9, 10 и 11 мы вяжем большую дырочку. Провязываем 2 воздушные петли. Вот. Опять в эту же большую дырочку провязываем 2 столбика с накидом и под петельку. Это 3-й столбик, 4-й, 5-й. Я надеюсь, все понятно, все видно, я стараюсь. 6-й, 7-й, вот 7-й, 8-й, 9-й. И 10-й, 11-й вот сюда, в эту большую
дырочку. Так, вторая сторона у нас готова нашего квадрата. 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом, опять большую дырочку под петельку, вот сюда, между петелькой и перемычкой, и вяжем дальше под каждую петельку, под каждую, ничего не пропускаем, иначе будет неровно. Сейчас мы с вами свяжем этот ряд вместе. Третий. Я думаю, я все понятно объяснила. И потом будем начало и завершение ряда. Я буду показывать. Так, 2, опять 2, 1, 2. Так, вот под петельку, не бойтесь, она там внутри. Вытаскивайте ее на свет Божий. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 8, 9 и 10, 11 большую дырочку. Так, 2 петли подъема, 2 воздушные, вернее, извините, петли. Не хочет уже стоять. Так, значит, вытягиваем, продеваем с внутренней стороны. Продеваем в это колечко. Вот ниточка, чтобы здесь была. Всю работу. И затягиваем. Всю детальку. И затягиваем, но не сильно, но аккуратно. Так, вот такой вот квадратик. Значит, как мы будем считать, в принципе, здесь несложно. Смотрите, если здесь у нас идет 3, потом идет 7, потом идет 11. На этой детальке у нас идет немножко по-другому. 3, потом идет 5, потом идет 7, потом идет 9, потом идет 11. Значит, мы сейчас находимся вот на этом ряду, можно сказать, потому что мы эту деталь будем присоединять к этим деталям. И по одной стороне петелек должно быть столько же, сколько и на этой детали по одной стороне, потому что мы их будем соединять, чтобы сумочка получилась ровненькая. Она поэтому и называется геометрия. Вот. Значит, 3, 7, 11. Значит, получается, еще нам надо связать 1, 2. Это будет 2 и 2, 2, 2. Так, значит, 10. Так, значит, эта сторона должна совпадать с этой стороной по петелькам. Значит, мы вяжем нечетное количество рядов. Я связала четное, свяжу еще один ряд. Вот, 11. И тогда здесь нам нужно будет сколько рядов нам, чтобы совпало. Так, сейчас будем считать. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 21. Так, 20, 21, 23 должно быть.
Значит, раз, два, три, 4, 5, 6. Значит, нам надо еще связать 3 ряда. Мы сейчас будем с вами продолжать вязать. Так, значит, начинаем опять 4-й ряд. 1, 2 столбика. Вот так, 2 столбика и этот под петельку. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, 9 и 10, 11, 12, 13. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 13. Все правильно. 14 и 15. 15 и 2 воздушные петли. Опять 2 столбика. Опять под перемычку. Вяжите дальше до конца ряда. Сейчас скоро встретимся с вами. Так, и заканчиваем 4-й ряд. Опять 2 большую. Не забываем здесь связать еще 2 воздушные петли и соединяем ряд. Так, вот. 5-й ряд начинаем с накида и по 1-го столбика, 2-го сюда же, 3-й столбик вяжется вот там вот под эту петельку. Сейчас мы ее одолеем. Вот, все. 3. Так, 5-й ряд, 3. И продолжаете вязать по принципу всех рядов предыдущих. Вот. Так, значит, если в прошлом ряду столбиков у нас получалось 15, значит, в этом ряду у нас должно получиться, да, с арифметикой у меня оврал. Так, на 4 больше, соответственно, 19 столбиков по каждой стороне квадрата. Так, вот такой квадратик. Еще 2 мы провязываем и считаем 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
8, 9, то есть 19. Продолжаем вязать самостоятельно. Я думаю, все поняли этот ряд. Встретимся на следующем, последнем, 6-м ряду. Итак, довязала я 5-й ряд. 1, 2, 3, 4, 5. И нам надо связать еще один 6-й. Так, продеваем. Я думаю, это все уже все запомнили. Но еще раз покажу последний. Так, затягиваем. Не сильно, а то я потом петельку не найду, как всегда. Так, вяжем 6-й ряд. Так, все поняли. Здесь идет 6-й ряд. Тут 11 рядов должно быть. 2 под петельку. Так, извините, соскочила. Так, еще раз. Вот 3-й. И так, дальше вяжем все, каждый под одну петельку. Под каждую петельку. И все время кажется, что мой пальчик вам мешает видеть. Не знаю, как приспособиться по-другому. Так, если в прошлом ряду у нас было по одной стороне 19 столбиков, значит, должно быть теперь 23. Так же, как и на вот этом полотне, чтобы потом при сшивании деталей петелек было по одной стороне, ну, по одной и по другой стороне разных деталей одинаково, чтобы совпали, и чтобы нашу сумочку не перекосило. Так, 6-й ряд довяжем. Я довяжу, как бы, я думаю, вы тоже все поняли, уже заговариваюсь. Вот, сейчас довяжем вместе. Потом обязательно надо отпарить все детальки, обязательно на этом этапе. И на этом первая часть, вязания сумочки геометрия я завершу. Ждите вторую часть, там будет, значит, как раскроить подкладку, если вы хотите сделать эту сумочку на подкладке, как ее раскроить, и самое главное, как соединить эти детали сумочки. Вот, как соединить детали, чтобы, сумочка получилась полноценная. Ну и, конечно, как связать ручку. Можно купить, конечно, вот такую вот. Она вот на кнопочках уже. Вот, смотрите, видите? То есть она просто одевается, просто снимается. И у меня еще вот такой замочек. Можно вязать без замочка. Можно сделать на кнопочке. Можно не делать кнопочку. То есть как вашей душе угодно. Это будет ваше создание, ваша сумка. И какую вы ее видите, какую вы хотите видеть, такая она у вас и будет. Из чего угодно, с какой хотите фурнитурой. Но у меня там ниже есть на YouTube-канале «Как вязать ремешок змейку». Я, в принципе, вязала на такую сумку, ручку, змейку. Тоже хорошо смотрится, не растягивается. Но хотела снять еще одно видео с одной ручкой. Тоже мне нравится, тоже очень, такая, не растягивается. Я пробовала вязать
себе на рюкзак. Вот одну ручку. Она мне не понравилась, она начала растягиваться. А вот другая прям вязка мне очень понравилась, поэтому хотела с вами поделиться. Так что ждите. Обязательно сниму и постараюсь с вами поделиться. Заканчиваем вязание 6-го ряда. Две последние петли с накидом, 2 последние воздушные петли. Нитку я не отрезаю, потому что мы будем сшивать детальки, чтобы получилась у нас сумочка. Я, значит, закрепляю и не отрезаю нитку. Прячем все ниточки, продевая куда хотите хаотично. Можно закрепить клеем для ниток, для шнура, для трикотажной пряжи клей подходит. Вот. Значит, провязываем. На этой детали я провязала 11 рядов. На этой детали я провязала 6. Если вы хотите меньше сумку, то здесь, значит, вы вяжете 9 рядов, здесь вяжете 5. Если хотите больше, значит, вяжете здесь на этих деталях 13 рядов, здесь 7 и так далее, чтобы вот эти вот количество столбиков совпало с количеством этих столбиков. Так, значит, на этом я заканчиваю первую часть. Вы идете отпаривать детальки, и мы с вами встретимся во второй части. Пока-пока.